Для узора набираю нечетное число петель. Я набрала 21 петлю. Итак, первый ряд. Рабочую нитку увожу за работу, кромочную петлю перевожу на правую спицу, не провязанной. Дальше вяжу следующим образом. 1 лицевая, следующую петлю снимаю не провязанной, снимаю ее как изнаночную, нить на правой спице, чередую так до конца ряда. Лицевая, не провязанная петля, снимаю нить на правой спице, лицевая, снимаю, лицевая, снимаю. Заканчиваю этот ряд, лицевая петля и кромочная. Кромочную я тоже всегда вяжу лицевой. Разворачиваю изделие и перехожу ко второму ряду. Итак, как будет вязаться второй ряд? Опять кромочную снимаю, увожу нить за работу. Дальше я смотрю, у меня идет петля, петля, накид. Вяжу следующим образом. 1 лицевая, 2 лицевая, накид из предыдущего ряда я просто перебрасываю не провязанным на правую спицу нить рабочая за работой. Таким образом раппорт будет такой: лицевая, лицевая, накид перебрасываю, нить за работой. 2 лицевых перебрасываю. 2 лицевых перебрасываю. Работаю так до конца ряда. Кстати, у меня на канале очень много разных узоров и крючком, и спицами. И, конечно же, я вам оставлю внизу под видео и по подсказке ссылку на все эти плейлисты, где вы найдете множество интересных узоров. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, если вы этого еще не сделали. Итак, заканчиваю этот ряд. Накид, который я переснимаю, нить за работой, 1 лицевая и кромочная. Это был второй ряд. Дальше перехожу к вязанию третьего ряда. Так, снова разворачиваю изделие. Первую кромочную опять снимаю не провязанной. И дальше работаю в шахматном порядке относительно первого ряда. Если первый ряд мы начинали с лицевой и дальше снимали петлю, то здесь будет наоборот. Здесь даже видно, вот провязанная петля, а вот петля с накидом снята. Итак, теперь наоборот. Первую петлю снимаю как изнаночную нить на правой спице, а дальше у меня идет петля и накид, и их я провязываю просто лицевой. В этом ряду я вообще накид не выделяю за отдельную петлю, и поэтому в пояснениях к этому ряду будет написано просто 1 лицевая. Итак, петлю снимаю, нить на правой спице, лицевая. Опять петлю снимаю, лицевая. Ну, соответственно, эта петля и накид вместе, как бы, если уж быть очень даже точными. Снимаю, провязываю, снимаю, провязываю, снимаю, провязываю. Заканчивается этот ряд снятой петлей, нить на правой спице, напоминаю, и кромочная, которую я всегда делаю лицевой. Третий ряд на этом закончен. Перехожу к вязанию 4-го ряда. Опять разворачиваю изделие. Итак, 4-й ряд будет похож на 2-й ряд. Кромочную опять снимаю не провязанной. Здесь смотрю, у меня начинается ряд с 1 петли. Ее я провязываю, накид переснимаю, нить за работой. И дальше идет тот же самый раппорт, который был во 2-м ряду. 2 лицевых, 1, 2, накид снимаю, нить за работой. Опять
Раз, два, снимаю. Работаю так до конца ряда. Раз, два, снимаю. Раз, два, снимаю. Раз, два. Заканчивается этот ряд. 2 лицевых. Раз, два, снимаю. И кромочная, которую вяжу тоже лицевой. Дальше я возвращаюсь к первому ряду и повторяю этот раппорт с 1 по 4 ряд на нужную высоту. Связала я высоту этим узором несколько рядов, и посмотрите, вот они ячейки, соты, которые получаются от этого узора на лицевой стороне. Техническая сторона узора здесь просто изнаночная гладь. Ничего примечательного нету. А вот на лицевой стороне получаются такие соты. Узор мягкий, податливый. Ну, как в принципе любая вязка спицами. Видите, он хорошо тянется и вширь, и в высоту. Он очень хорошо кушает пряжу. Наверное, даже кушает больше, чем обычная платочная вязка. Ну, вот такая красота получается. Таким узором вяжут шапочки, вяжут снуды, вяжут даже сумочки. Вот это у меня полиэфирный шнур, а можно связать и из трикотажной пряжи. У меня это довольно тонкий шнур, 2-3 миллиметра. И смотрите, есть у меня такой же образец, вот, например, для шапок, для снудов из полушерстяной пряжи. Здесь пряжа потолще, и спица здесь была 5 миллиметров. Здесь соты крупнее, вот по сравнению со шнуром, да, на шнуре они, конечно, потерялись, как-то смотрятся не так шикарно, как вот на этом образце. Ну, просто здесь пряжа толще, поэтому так смотрится. Вот, можно связать и сумки, можно связать и рюкзаки, и из трикотажной пряжи или из шнура. Форму, конечно, он не держит, но при этом, я думаю, этот шнур не вытянется, он отличного качества, это синтетика. Она практически будет носиться вечно. И смотрите, меня очень часто спрашивают, можно ли связать то или иное изделие или тот или иной узор, например, крючком или спицами. Да, вот я скажу, что нет. Вот смотрите, для примера, у меня есть образец похожего узора. Он связан крючком, он тоже называется соты. И вот узор соты спицами. Но сказать, что это один и тот же узор, я не могу. Они выглядят по-разному. Конечно, что-то здесь общего есть, какие-то ячейки, переплетения вот этих нитей, но у них и разные свойства, и разный расход. Смотрите, какой толстый, какой плотный узор получается вот крючком, как он хорошо держит форму. И, конечно, это для корзинок, для каких-то жестких сумок, которые нам нужны. А это вот спицы. И спицы — это шапочки, это шарфики, это снуды, и это какие-то сумочки, ну, в виде, может быть, авосик или какой-нибудь рюкзачок такой, знаете, который будет мягкий, который не будет стоять колом, да. Но я не могу сказать, что можно один и тот же узор взять и связать, например, спицами вместо крючка. Это два совершенно разных самостоятельных узора. Ссылку на видео-мастер-класс по этому же узору, по такому же узору, но крючком, конечно же, будет внизу, либо вот здесь по подсказке. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Напишите, пожалуйста, в каком исполнении он вам нравится больше, в спицах или в крючке, или, может быть, вообще вам не нравится этот узор. Спасибо за внимание, спасибо за ваши лайки. Подписывайтесь на канал, если вы это еще не сделали. Пока-пока.